Приветствую всех, друзья, с вами на связи Таролог Алехандро. Сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро на любовь, на отношения, на мужчину. Мужчина, с которым у вас непонятные отношения. Что дальше? Мужчина, с которым у вас запутанные отношения. Что дальше? Я и он. Что дальше? Вот в таком вот ключе мы сегодня проведем общий расклад Таро и затронем в потоке самые важные, самые глубокие, самые интересные, даже порой самые неожиданные для вас вопросы. Я буду работать именно вот по ключам, которые, по ключевым моментам, да. И по ключевым моментам из потока я буду работать с оракулом ключей. То есть все будет в ключе, поняли, да? Поэтому настраивайтесь на себя, на ключи, на ключевые моменты в ваших отношениях. Представьте себе загаданного мужчину, своего партнера, и постарайтесь, чтобы в ближайшие минут 30, может быть 40, вас никто не отвлекал. Давайте сперва посмотрим его истинное отношение к вам. И вот посмотрим, что он думает о вас прямо сейчас. Зайдем, как говорится, с козырей. Или ключевые мысли о вас. Сегодня все ключевое, вы видите. Он думает, что вы ему чем-то помогаете. Прям птица-помощник и ключ к помощи, да. То есть, по сути, он думает, что вы ему поможете, что вы ему помогаете. И или рассчитывает на помощь, или хочет вам чем-то помочь. Тут уже прикладываете свою ситуацию, да, то есть кто кому помогает, да, то есть если вы знаете, что реально вы ему помогаете, вашему загаданному партнеру, мужчине, женщине, то вы ему помощник. А если он вам помогает, он думает, ай да я помощник, да. Но учитывая то, что это мысли в принципе о вас, то скорее всего вы хороший помощник или хорошая помощница. Сегодня мы немножечко посмотрим и магию на отношениях. Я приготовил арканы диагностических карт, поэтому, если что, они тут лежат. Хорошо, давайте посмотрим, вот какие чувства живут в нем, какие чувства живут в нем по отношению к вам. Знаете, это прям какая-то регенерация, прямо возрождение. Аркан возрождения, прекрасно. И, скорее всего, эти чувства в нем возрождаются. То есть живые чувства, которые наполняют его все больше и больше. И, возможно, он какие-то чувства он растратил, или они в нем помутнели, да. А сейчас эти чувства, наоборот, стали более чистые, прозрачные. Возможно, даже почему-то не только новые, но более понятные ему. Но, тем не менее, аркан возрождения — это больше о том, что в нем живут чистые новые чувства, которые регенерируются. Пока что тенденция неплохая. Давай тогда спросим, чего он хочет от тебя на самом деле? Сразу с козырей, да, идет поток. Смотрите, мне почему-то сегодня кажется, что вот исходя из этих трех карт, он хочет, чтобы он был лидером, чтобы он был защитником, помощником, вот таким вот, знаешь, лидером стаи. Вот так вот у меня идет. Но он хочет от тебя, чтобы ты умела подчиняться ему. Поскольку он лидер здесь, да, вожак. Скорее всего, больше чтобы ты играла вот такую роль помощника больше, да, все-таки помощник. И где-то воспринимала его тем лидером, да, которого он из себя хочет, вот, допустим, сделать, да, или хочет явить тебе, даже вот так у меня идет. Хорошо, а что заставляет тогда его держать дистанцию, да, вот так хочу спросить. Смотри, здесь ключ в дружбе, а дружба такое. То есть, либо он еще до конца тебе не доверяет, либо есть дружба еще с кем-то. Пока что
у меня, я буду вот все-таки склоняться к тому, что доверие между вами еще не до конца сформировано. Если ты знаешь, что у него есть соперница, то здесь, может быть, вот он дружит с тобой и дружит еще с кем-то. И до конца в чувствах своих он не разобрался. Ну ладно, давай тогда спросим, а думает ли он о вас обоих, как о паре в будущем? Ну, ключ-то вот. Перерастет ли эта дружба в более такую серьезную пару, да? Ну, смотри, тут получается так. Ключ в прошлом, и тебе мешает прошлое, и ему мешает прошлое. Поэтому до тех пор, пока прошлое не будет догонять его, этот процесс будет мешать. Я скажу так, пока что он как о паре такой, знаешь, серьезный, или не может думать, или не готов думать, или прошлое ему мешает, и где-то на уровне крепкой дружбы и на уровне таких каких-то первичных инстинктов почему-то у меня идет, да, вот тут лидерство, да, то есть ему нужно завоевать авторитет и ощутить уверенность в себе, пока что центральная карта. По краям помощи и отпусти прошлое, где-то что-то еще, не до конца вы разобрались с моментами, которые, с моментами временной петли, с гештальтами, и он, и ты, да, вот одновременно ни у тебя, ни у него нету еще чистоты, да, где прошлое не мешает настоящему и не влияет на будущее, да, вот так. Хорошо, давай посмотрим немножечко ключи скрытых слоев его поведения. Вот что он от тебя скрывает. Первым вопросом посмотрим, да, здесь. Что он от тебя скрывает? Верность скрывает. Скрывает верность. Но пока что я буду подозревать его в верности все-таки. Да? Не в неверности, а в верности. Скорее всего, что он верен тебе. Но тогда ты ему можешь не доверять по этой карте. Скрывает верность. Тут уже настраивайся на свой поток, на свои ощущения. Ключ выглядит вот так. Верность выглядит вот так. Поэтому скрывает верность. Хорошо, тогда давай спросим, есть ли в его жизни другая женщина, о которой ты не знаешь. Тут как раз вопрос о верности. Может быть и есть. Может быть. Но он хочет это все изменить. Оно ему точно не нужно. Я не исключу, что она тут есть. Двойной ключ, как бы двойная рукоятка. Но, тем не менее, жажда перемен. И, скорее всего, есть какой-то конфликт. Конфликт интересов. Может быть, конфликт доминации. И, скорее всего, у меня такое ощущение, что именно эта карта о возрождении и переменах, да, они одна под другую падают. Но это о том, что он хочет что-то изменить. Как в прошлом, да, но оно еще пока не отпускает. Но такое ощущение, что бывшие отношения как бы догоняют, а он хочет от этого убежать. Или очень долго был в одиночке, да, вот как волк-одиночка, да, вот такой вот. Хорошо. Хорошо, а вот есть ли к ней чувства у него? Давай спросим. И если она есть... Вот спросим, да, если ты знаешь, что есть соперница, и тут карта подсказывает, что вот какие-то прошлые отношения его догоняют. Есть ли к ней чувство сильнее, чем к тебе? У него к ней чувство сильнее, чем к тебе? Ну, здесь он сам разобраться не может. То есть вот как раз в этом-то и проблема, да, то есть он как бы с одной стороны бежит, а здесь прямо ключ в информации. Он этот вопрос еще изучает. Вот он тут и запутался в этом моменте. То есть вот такое, не толкай, да, туда-сюда. То есть он может даже с ней сейчас и не встречаться, к примеру, да, вообще не иметь никаких отношений. А прошлое догоняет, и он не может, да. Хорошо, но давай тогда, вот почему он не может разорвать старую связь, да? Почему не может разорвать старую связь? Да нет, он как раз вот и хочет разорвать. Но ему нужно начать с чистого листа, потому что он еще не готов
начать с чистого листа, лишиться, может быть, всего, каких-то предубеждений, каких-то правил, каких-то обещаний. У меня почему-то такое, что он наобещал много, может быть, себе наобещал, может быть, клялся, да, вот с чистого листа это ж о чем? Если человек клятву давал, да, то ему с чистого листа тяжело начинать, ну и так далее. То есть, смотри, почему он не может разорвать старую связь, потому что ключ в чистом листе. То есть он не может еще пока преодолеть каких-то своих шаблонов и паттернов, да, которые четко уже сформированы в его прошлом, извини. Ну или в его прошлых отношениях, так я так и хотел сказать. Хорошо, давай тогда спросим, я извиняюсь сегодня, что-то с голосом. Какую роль ты играешь в его внутреннем мире? Ну, смотри, с тобой его душа отдыхает. Это очень хорошая роль. То есть ты такой человек, медиатор отдыха, по сути, да, или ты человек, с которым он успокаивается. Отдых. Хорошая карта, очень хороший ключ. То есть в тебе есть ключевой этот момент. Да? С тобой можно расслабиться, ты умеешь это делать. И смотри, если ты этого делать не умеешь, тогда это не твой ресурс, и тебе сюда, в этот ресурс нужно попадать. То есть тебе в себе это нужно, ну, карты подсказывают, развивай так, чтобы тебе с тобой, партнеру, было легко, чтобы он был расслаблен. А если ты напряжена, условно говоря, и он напряжен, ну тогда он не попадает в это, да. То есть, по сути, как бы карты говорят, тебе нужно быть такой, тогда он будет как бы якориться и, как бы, знаешь, чувствовать себя более защищенно, в более таком ресурсном состоянии. Хорошо. Ну вот давай, такие вот моменты мы уже посмотрели, немножечко посмотрим энергетики, магические влияния, зайдем сюда. Вот давай зайдем и спросим, есть ли магические привязки и воздействия со стороны другой женщины. Вот прямо вот напрямую спросим. Прям как будто бы мы делаем такую диагностику, да, из, ну давай, 1, 2, 3, 4, 5, из 5 вопросов. Есть ли магические привязки и воздействия со стороны другой женщины? Ну, здесь ребенок вряд ли. Это чистая карта. Очень вряд ли. Единственное, что здесь может быть очень сильное влияние мамы. Мамино влияние. То есть, каким большим минусом у этого человека, скорее всего, у него пуповина к матери еще привязана. Такое, кстати, очень часто бывает. Ну, скорее всего, это родовая какая-то связь, родовая программа или кармический узел с матерью, да. Хорошо, давай так. Использует ли он сам какие-то вот манипуляции, да, энергетические, психологические, да, вот, ну, по отношению к тебе? Манипулирует ли как-то он? Ну, может потенциально, это не магическая карта, но он как-то может влиять на встречу, скорее всего, это энергетика. То есть, когда ты с ним обнимаешься, да, вот в обнимашке, да, это на психологическом уровне больше работает. И ты чувствуешь тепло, какое-то, может быть, успокоение, да, вот такую связь энергетическую. Может быть, при встрече и при телесном контакте. Это, скорее всего, энергетика и психология. Вот так вот. То есть при физическом контакте энергетические, психологические манипуляции, чтобы быть ближе. Я не вижу пока здесь какой-то магии ни в одной из карт. Здесь могут быть родовые программы и привязки, а здесь может быть просто его энергетика на тебя влияет. Хорошо, ну тогда давай спросим. Вы оба защищены? Ваши отношения защищены? Или есть какой-то пробой в ваших отношениях? Вот так. Ну, есть ли защита на ваших отношениях? Ну, я скажу так. Ваша защита зависит от вашей сонастройки одного партнера на другого. Здесь самонастрой, и это вот, знаешь как,
Если у тебя хорошо и у него все хорошо, тогда ваша защита крепка. Если вы начинаете оба параноить по поводу чего-то плохого, тогда ваша защита слетает. То есть, когда у вас обоих хорошо, ваша защита высокая. И если вы сейчас оба параноите, ну там кого-то подозреваете, или оба в очень деструктивном каком-то состоянии находитесь, ну тогда, скорее всего, где-то какой-то пробойчик есть, да? Хорошо, давай вот просто посмотрим. Что происходит? Что происходит на энергетическом уровне между вами? Вот так. Что происходит на энергетическом уровне между вами? Да, у вас идет восстановление. Тут же не просто так вот возрождение. У вас идет наоборот рассвет. Смотри, все карты в принципе хорошие. Я особо не вижу, чтобы тут магия была какая-то такая, да? Давай тогда спросим вот напрямую. Оказывает ли кто-то, не посторонняя женщина, а вообще оказывает ли кто-то влияние на ваши отношения? Вот так. Кто-то влияние на ваши отношения. Не посторонняя женщина. Ну вот это здесь тайна, здесь... Давай так скажем. Если вы чувствуете, что между вами все ок, тогда все хорошо. Тогда и карты хорошие. Но здесь есть тайна. Если вы чувствуете, что что-то плохо и подозреваете, тогда может быть кто-то, и в первую очередь это мать и родовые привязки и кармические узлы с детства у мужчины. Но, учитывая то, что здесь есть тайна и карты как бы нам в открытую не говорят, ну тут желательно делать индивидуальную диагностику в этом случае, да. Тогда. Я извиняюсь. Прям сегодня. Так, хорошо. Давай дальше посмотрим. Вот давай немножко заглянем вот в перспективу и какие-то откровения, да. Давай посмотрим, вот планирует ли он разорвать вашу связь окончательно, ну на всякий случай, если у него мысль все разорвать. Пока нет. Карта не очень хорошая, карта зависти выпадает. Ключ к зависти, да, то есть нет. По зависти нет. Когда человек завидует, он не может что-то отпустить. Вот не может. Нет, но это не лучшая карта, как бы зависть это вообще один из грехов, да, по-моему. Но вот он не готов пока. Не готов. Нет, не готов. Я вот сейчас объясню, почему, как мне идет эта карта. Если он разорвет, он будет чувствовать пустоту на сердце, а он не готов. Ему нечем компенсировать. Здесь, видишь, такая карта, прям встреча. Нет. Но вот и, может быть, вы оба держитесь за что-то общее. Давай посмотрим, за что общее вы держитесь. Вы заботитесь друг о друге или заботитесь о близких. Вас объединяет забота. То есть, что общее вас объединяет или за что вы держитесь за общее, да, что-то. В заботе вы, да, и он заботится как-то, и вы заботитесь, и это вас объединяет. Есть ли у вас шанс быть вместе в ближайшем будущем? Да, он есть, этот шанс, если вы будете внимательны к мелочам. То есть не растерять себя по мелочам, но и быть внимательными к мелочам. Да, такой шанс есть, и вам действительно нужно вот как-то более скрупулезно, более внимательно к каким-то мелочам относиться. Может быть, тут карта выпадает по самонастрою, смотреть по энергетике, по настроению, подыгрывать где-то, может быть, один другому, да, то есть тогда все будет хорошо. Хорошо, ну а что может тогда помешать этому, да, вашим перспективам? В чем ключ помех? Ну, смотрите, если вы вот вообще наденете розовые очки,
и будете видеть только праздник в отношениях. Это может помешать. Ну и также нужно стараться все равно делать какими-то, ну, тут подсолнух, да, смотри, с одной стороны цветение, да, это праздник, с чистого листа. Я скажу так, если вы не растеряете себя в отношениях по мелочам и будете стараться делать праздник маленький, пусть маленький, мелочи, маленький праздник каждый день, тогда вам ничто не помешает. То есть, если чайная ложечка праздника в вашей жизни будет, чуть-чуть, каждый день, тогда, скорее всего, ваши отношения не превратятся в бочку с дегтем или вы не растеряете себя по мелочам. Хорошо, а что вас может неожиданно сблизить, наоборот, да? Кроме вот чайной ложки праздника? Но опять что-то общее. Все-таки, видите, забота о близких, да, стереотипы могут сближать вас, да, одинаковое мышление, шаблонное мышление. То есть, ну, что-то общее. Ему нравится такая музыка, например, и вам. Ему нравится кино, и вам кино. Ему театр, вам театр. Ему походы, вам походы. Стереотипы или общие взгляды на жизнь. Ну, здесь еще умение поддерживать, да. Стереотип — это часто фундамент для психики человека. Поэтому, если стереотип у мужчины сформирован, и ему важно быть лидером, то женщина, умело манипулирующая мужчиной, может сказать: да, я тебя поддерживаю в этом. И его сразу авторитет растет. Понимаете, да, как это работает? Все очень просто. Ну, хорошо. Давайте тогда посмотрим немножечко с другой стороны на ваши отношения, да, непонятные, вот на кармические планы на вас, да, на карму. Вот кто он для тебя на уровне судьбы? Подарок, он для тебя подарок. Так что схватила ты джекпот, сорвала джекпот. Но он для тебя подарок, окей. На уровне судьбы подарочек. Ну, хороший или плохой, вот можешь поставить на паузу. И как раз, если не подписана или не подписан на канал, подпишись и можешь написать еще комментарий. Нифига себе подарочек, да. Вот что ты для него значишь в его личной истории? Любит тебя. Ты его любовь. Видишь, как вытянули мы карту? Интересно. Подарочек еще и любимый. Окей. Хорошо. Хорошо. А может быть такое, что между вами какой-то незакрытый, неразвязанный или неразрезанный кармический узел? Нет. Но хотя есть стремление к обновлению. Тут видишь две бабочки. И бабочки — это реинкарнация. Я допущу, что да. Скорее всего, есть какой-то кармический узел. Почему? Именно потому, что ключ в виде бабочки. И тут две бабочки — это две реинкарнации. А реинкарнация — это циклы кармы. Поэтому закрытый или не закрытый. Да, я допущу здесь. Это, конечно же, не диагностика кармических узлов и так далее. То есть, если между вами незавершенный кармический узел, похоже на то. Похоже, очень похоже. Почему эти отношения даются тебе так непросто? Давай как раз уточним. Ну, здесь ключ в том, что либо ты не умеешь отстаивать свои границы, либо ты не ценишь чужие границы. Понимаешь, да? Ну, соответственно, вопрос в границах внешних и внутренних. Но тут уже все-таки это такая больше личностная карта и внутренняя, глубинная, поэтому примеряй ее к себе, к своей душе, к своему ощущению, и что там у тебя с границами, и что там у него с границами, можешь тоже написать в комментарии, если захочешь. Хорошо, а вот что ты должна осознать в этом взаимодействии? Ну и смотри, еще о границах здесь, ну если есть соперница, то возможно она пхает свой нос в ваши дела. Вот что ты должна осознать в этом взаимодействии? Ты осознать должна, что не надо тебе спешить. Не торопись. Здесь отношения, если тем более у вас кармический узел, кармические узлы, они легко и быстро не развязываются.
излишняя спешка. Ключ в излишней спешке: осознай, что как бы быстро только кошки родятся, да, или суета нужна при охоте на блох, да, условно говоря. А все остальное это уже излишняя спешка. Поэтому остынь и притормози. Притормози. Ты сильно разогнался или разогналась. Ну, скорее всего, разогналась, да, может, как бы на мужчину гадаю. Хорошо. Давай тогда посмотрим. Вот твой путь, да, больше вот такое направление посмотрим. И вот я хотел спросить, вот как эти отношения влияют на твое внутреннее состояние? Интересный вопрос, да? Где-то ты себя обманываешь в чем-то. Именно твое внутреннее состояние – это обман. Где-то ты либо врешь себе, либо тебя обманывают. Ну, если это твое внутреннее состояние, то это ты себя обманываешь. Либо пытаешься обмануть партнера, где-то искренности нету. Поэтому это либо самообман, либо... Ну, пока это больше самообман. Больше самообман. Окей, интересно, а что так? Почему так? Вот почему здесь обман выпал? Напиши, как ты считаешь. Ты его обманываешь, или он тебя обманывает, или ты себя обманываешь? Что ты не хочешь видеть, но должна понять, учитывая эту карту, да? А здесь агрессия и гнев. Ты не хочешь видеть гнев и агрессию, но должна это понять. И где-то агрессия и гнев может тебя сбивать с толку. Или обманывать тебя. Или давать неадекватную картину восприятия этих отношений. Стоит ли тебе бороться за эти чувства, да? Ну, которые в тебе, да? Ну, похоже, стоит. Это как минимум либо развивает вас обоих, либо развивает тебя лично. Какой-то внутренний талант или какое-то качество в тебе. Пока да. Для чего? Для саморазвития, как минимум. Может быть, для открытия каких-то своих талантов, да? А может быть, тебе стоит переключиться и отпустить? Ну, это тоже может быть удачным решением. Но учитывая то, что пока стоит держаться, ты всегда успеешь отпустить. Поэтому не торопись и постарайся как бы поработать в этих отношениях. Возможно, какой-то талант в тебе откроется. Услышь это, да. Может быть. Таланты, они же всегда открываются, когда человеку больно, да. То есть какое-то ощущение должно прийти. Где-то иногда в страдании открывается талант. Где-то талант открывается в мучениях. Какой-то кризисной ситуации, шоковой ситуации, да, когда точка сборки человека меняется, да, и вот в этот момент происходит осознание реальности, которая другая, да. Хорошо. А какое послание несет тебе эта связь, вот эти отношения? Нежность. Ну смотри, это какое-то твое мимишное качество прорабатывается. Моя ж ты мимишная, я не знаю, как это даже называется. Это кто такой? Это енот, наверное, какой-то. Енот, да? Похоже. Ну пусть это будет енот, может это белка какая-то, енотоподобная. Ну, в общем, ключ в нежности. Тебе это послание, может быть, и научит тебя быть более мягкой, или мягким. Ну, в общем, нежность, да. Ну, окей. Хорошо. Давай тогда немножечко твою силу посмотрим здесь. Вот что ты можешь сделать, чтобы вернуть контроль над ситуацией, да, в этих отношениях, например. Или что ты можешь делать вообще. Или что тебе лучше делать. Либо быть наставником, либо воспринять твоего партнера как наставник. Тут тоже смотри, расклад общий, всегда есть полярности, поэтому по сути ты можешь стать, ну, первее всего ты можешь стать наставником. Но если чувствуешь, что партнер умнее тебя, ну, будь наставником,
ну, сделай его наставником, точнее, да. По сути, либо ты будешь учиться в этих отношениях, либо будешь учить, да, вот так. От каким шагом ты можешь усилить себя? Каким шагом ты можешь усилить себя? А нужно раскрывать свои скрытые способности, поэтому раскрывай свои скрытые способности, свои таланты. Кстати, рядышком карта лежит, и ты будешь, может быть, сильнее, чем твой партнер. Может быть, просто более сильной версией себя. Но это работа над собой все-таки больше. И даже отношения, они есть работа всегда. Да? Для чего-то же она дана тебе. Отношения — это всегда проработка. Вот каким шагом ты можешь усилить себя, да, мы посмотрели. Вот давай тогда спросим, а какая женская энергия в тебе сейчас подавлена, наоборот, да? Ну, реально, смотри, подавление идет. Смотри, руна Иса, и ты интуицию, неверное направление выпадает, а направление обычно убирает или логика, или интуиция. У меня такое ощущение, Иса — это больше по интуиции. То есть в тебе подавленная интуиция. Больше чувств, больше интуиции. И эта энергия, вообще энергия Ларгус, руны Ларгус. А Иса — это замерзшая вода. Поэтому смотри, тебе нужно рисовать на запястье руна Ларгус. Это текучесть женских энергий. Или проистекание женской энергии. Если проблемы в циклах, женских циклах, то вот как раз тебе символ этого, да, сигнал проблемы менструальных циклов — это чисто Иса руна. Окей, вот что ты излучаешь и как это воспринимает твой партнер? Ну, ты воспринимаешь желание видеться, романтику, флирт, и излучаешь музыку и звуки, и это заметно. Желание встречаться, желание сближаться, желание звенеть, вибрировать и настраиваться на его волну, совпадать с колебаниями партнера. Давай спросим, вот какая внутренняя не энергия, трансформация пусть будет, да? Какая внутренняя трансформация готовится в тебе через этот опыт, который ты получаешь? Как раз и посмотрим, что там в тебе за скрипичный ключ такой. Но не исключу, что либо это будет принципиально новый путь в новые отношения с этим человеком, либо твой принципиально новый путь с другим человеком, или новый жизненный путь. То есть, по сути, это новая дорога. Либо эти отношения ни на что не похожи, и тебе нужно так попробовать пойти этим путем, либо рано или поздно ты откроешь для себя какой-то новый путь, либо внутри себя, либо с партнером. И этот партнер либо останется с тобой, либо пойдет своим путем, а ты пойдешь своим путем. Учитывая то, что здесь новая дорога, ну, я пока не исключу, что может быть, в конце концов, ты выберешь другой путь с другим мужчиной. Но ты зато это проработаешь, и тебя это не будет тяготить, это не будет тебя разрушать. Ты это примешь как данность, как часть твоей новой реальности. И она интегрируется как нужный пазл в нужном месте, в нужной картине. А не так, как будто вот ты его туда забиваешь молотком и кричишь: вот я нашел, но он не подходит, этот пазл. Да? Бывает такое. Хорошо, давай вот посмотрим, вот как бы... Ну, по сути, ты ищешь свой путь. И это ок, это очень круто. Ты ищешь путь любви, путь сердца, это норм. И ошибаться при выборе — это норм. И выбирать что-то новое — это тоже норм. Да? Перебирать варианты — это всегда норм. Давай вот, ну вот и в итоге, да, что мы имеем? Вот что будет, если ты останешься рядом с ним? Ну, тут смотри, тут в чем проблема. Чрезмерный контроль — это та же самая паранойя и перерасход энергии. Поэтому либо у тебя должно хватать сил, энергии контролировать все, либо ты расслабишься, отпустишь вожжи, да, и потеряешь контроль в конечном итоге. Поэтому либо он будет тебя контролировать, либо ты его будешь контролировать. Понимаешь, да? Если вы будете вместе, гиперконтроль вам будет мешать. Он будет вас сжирать изнутри, мешать, разрушать обоих, скорее всего.
Чрезмерный контроль — это плохо, плохая карта. Ну, я сомневаюсь в том, что вам контроля не хватает. Может быть, это твой чрезмерный контроль, вот поэтому ты и напряжена. Да? А что будет, если ты выберешь путь без него? Ну вот, например, пойдешь своим путем, да? Карта неплохая, карта здоровая еда, это вариант неплохой, но ты до него, если и дойдешь, то дойдешь, не сейчас. То есть тебе сейчас пока надо в этих отношениях еще побыть. Но это тоже вариант. Но это как будто, знаешь, ты становишься быть веганом, да, и отказываешься от мяса. А вот он как раз это тот кусочек мяса, вкусного мяса, да. Ну, например, да, для тебя. Или он там волк-мясоед, а ты веган, да. А как же это вы соживетесь, да? Ну вот ты же веган, а он волк-мясоед. Да, это вариант. Но, возможно, на твоем новом жизненном пути будет веганство, да, или здоровая еда, как вариант, там, или витаминизированная еда. То есть, да, такой вариант в твоем пространстве вариантов может быть рассмотрен, и ничего плохого из этого не будет. Веганство — это диета, а диета — это еще может быть и партнерская диета, да. Вот живу в здоровых отношениях сама с собой, да, как-то так. Что он выберет в конце концов, да, вот так. То есть смотри, он может выбрать ответственность, поэтому не торопись еще читать книгу о вкусной и здоровой пище. Почитай лучше, как сделать качественное мясо, да, там какой-нибудь шашлычок пожарить или еще какой-нибудь стейк, да, мясной с кровью или без. Ну, в конце концов, он выберет ответственность. Посмотришь. Карта неплохая, карта обещающая и ключ в ответственности, да, в конечном итоге. Как изменится твоя судьба после этого выбора? После того, как он выберет ответственность? Ну, я тебе скажу так. Даже если он выберет ответственность, это все равно будет заблуждение. Поэтому, возможно, тебе свой путь нужно, ну, как бы просто иметь в виду на всякий случай. И здоровая еда для тебя, скорее всего, здоровая, а для него нет. Поэтому даже если, ну вот, он, условно говоря, выберет ответственность, то, может быть, будет мешать гиперконтроль. Да, то есть, поэтому твоя судьба после этого выбора, ну, она не будет истинно верной. То есть все равно останутся очки, да, а очки тут, ну, они не розовые, они тут, ну, не знаю, бирюзовые, индиговые, да, какие-то, ну, фиг его знает. Может быть, ты будешь видеть что-то другое под другим углом. Может, как-то относиться будешь по-другому к отношениям. Может быть, будешь меньше заблуждаться или будешь, наоборот, сильнее заблуждаться. То есть, по сути, ты идешь в заблуждение. Поэтому тебе нужно серьезно пересматривать эти отношения, да, или смотреть через другие очки или с другой точкой зрения. Что готовит тебе Вселенная? И настало ли время поставить точку в этих отношениях? А может быть, нужно начать все сначала с чистого листа? Вселенная говорит тебе, пока не разрывай эти отношения, тебе нужно сотрудничать, тебе нужно находить что-то новое, точки соприкосновения, варианты каких-то взглядов, варианты опыта, сотрудничество, взаимовыгоды. То есть ты что-то здесь не проработала в этих отношениях. Что угодно. То есть сотрудничество — это сближение все равно. А это может быть не обязательно там полное поглощение один другим. Да? Не обязательно этого и не нужно. В здоровой психологии или психологии отношений поглощения — это очень печальная история в конечном итоге. Да? Но, тем не менее, поставить точку или начать все сначала? Не ставить точку. Попытаться найти новый путь в этих отношениях. И вот когда ты будешь делать эту работу, у тебя будет развеиваться твои заблуждения, спадать те или иные очки. Будут находиться способы здоровой пищи, будут находиться варианты ответственности. Да? То есть будет взаимодействие, будет спадать или укрепляться контроль. Да? Уходить или появляться контроль. И каждый ключ
будет пытаться или стремиться к тому, чтобы попасть в свою замочную скважину. И будут открываться те двери, пространства вариантов, которые действительно твои. Вот. И вот твоя магия опыта, изменения точки зрения и изменения точки сборки в конечном итоге даст тебе то состояние, которое либо войдет в резонанс с твоим партнером, либо не будет совпадать и будет диссонировать. Тогда, соответственно, либо вы продолжите и создадите новый путь вместе, либо создадите каждый свой отдельный путь и пойдете отдельным путем. А еще есть третий вариант, где вы можете пойти каждый отдельным путем, но параллельно, недалеко друг от друга в сотрудничестве, получая выгоду друг от друга. Это может быть выгода материальная, психоэмоциональная, физическая, сексуальная, ну и вообще та выгода, которая действительно нужна тебе в твоем состоянии, в той реальности, в которой ты окажешься со своїм партнером на здесь і сейчас в будущем. Світла вам та вашому всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас, допомагайте силам світла нищити сили темряви, які пруть на світ, самі знаєте звідки і куди. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і побачимось. Па-па.